Каждый человек тебя знает в лицо. Как бы от маленького до большого. Это, конечно, было, так я скажу, необычно, может быть, какое-то время, может быть, интересно, но потом это достаточно сложно. Павел Буре – талантливый хоккеист, заслуженный мастер спорта, ставший настоящей легендой мирового хоккея. В рассвет своей карьеры он был одним из самых главных звезд НХЛ, и благодаря таланту имя Буре попало в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня заслуги спортсмена до сих пор внушают уважение, а еще в начале карьеры журналисты называли форварда самым быстрым созданием со времен советского «Спутника». Подробнее о его жизни вы узнаете из этого видео, которое мы сделали по просьбам наших подписчиков. Микс-шоу представляет. Павел Буре. Как сейчас живет русская ракета хоккея? Будущая звезда хоккея родился 31 марта 1971 года в семье 4-кратного призера Олимпийских игр и 17-кратного чемпиона СССР пловца Владимира Буре. Мама будущего хоккеиста Татьяна Львовна была белорусской. И так как к моменту рождения наследника знаменитый муж находился на тренировках в спортивном лагере, сына она уехала рожать в Минск к родителям. Поэтому отец увидел Павла только через 1,5 месяца. Дед Буре Валерий был известным тренером по плаванию. А еще семья Буре производила драгоценные часы для русских царей с 1815 по 1917 годы и даже получила дворянский статус, будучи мастерами императорской семьи. В честь своего прадеда, знаменитого часовщика царя Александра II, Павел и получил свое имя. То, что вот этот самый знаменитый, можно сказать, из рода Буре, Павел Буре, который делает часы, которые, кстати, вы знаете, мне до сих пор их дарят, они до сих пор еще ходят и работают. Спустя 3 года в семье родился младший сын Валерий, названный в честь деда, который тоже стал известным хоккеистом. Отец, посвятивший жизнь плаванию, любовь к спорту прививал сыновьям с самого детства. Мальчики перепробовали несколько видов, от футбола до прыжков в воду. Так как оба сына были очень активными, в доме царила атмосфера строжайшей дисциплины. Только так получалось справиться с неуемным темпераментом сыновей. Отец Павла мечтал, чтобы старший сын тоже стал профессиональным пловцом. Но сам мальчик предпочитал хоккей. Так будущая ракета в 6 лет оказался в детской секции хоккейного ЦСКА и параллельно стал выступать за юниорский клуб «Олимпия». Но спортивные гены не давали мальчику покоя, и он, кроме хоккея, занимался еще и плаванием, что помогало ему быть в отменной спортивной форме. Маленький Паша уже тогда поставил себе цель – попасть в команду мастеров в 16 лет. С 6 лет я себе поставил цель, что в 16 лет я должен играть в команде мастеров. Но Буре-старший в первое время не замечал особых талантов в хоккее у сына и дал ему 2 месяца на то, чтобы показать свои успехи. Иначе пообещал забрать из секции. Юный хоккеист сумел раскрыть свой талант и доказать отцу, что он не случайный игрок в этом спорте, а в 11 уже был признан лучшим нападающим в своей лиге. В июле 1982 года Павел был выбран в качестве одного из 3 молодых российских игроков, которые тренировались с великим Уэйном Грецки и не менее великим советским вратарем Владиславом Третьяком для телевизионного спецвыпуска. Павел был упорным, трудолюбивым и целеустремленным. И не только в спорте. Первые деньги он заработал в 14 лет – 35 рублей, которые отдал родителям. Какая была первая зарплата и что с ней сделали? 35 рублей. Да? Отдал родителям. В то время, подведя черту под 15-летними отношениями, развелись родители Павла. Сыновья видели, что матери очень нужна была поддержка, делали все, что могли. Павел, помимо регулярных тренировок, помогал Татьяне по хозяйству и освоил азы кулинарии. В 1988 году Буре дебютировал за основу ЦСКА в матче против рижского «Динамо» и уже на 4-й минуте забросил свою первую шайбу. В том же году Павел Буре стал бронзовым призером юниорского чемпионата Европы, забив 10 шайб. В конце 88-го, начале 89-го Павел дебютировал на победном для СССР молодежном чемпионате мира на Аляске. На этом турнире Буре завоевал 3-е место в списке бомбардиров, был признан лучшим нападающим турнира и вошел в символическую 5 чемпионата.
За 4 сезона в армейском клубе Павел 2 раза становился чемпионом СССР и 3 раза обладателем Кубка Европы. И хотя сам он очень трепетно относится к родному клубу, называя главной игрой жизни первый матч в форме ЦСКА, ему хотелось попробовать свои силы в лучшей лиге мира в НХЛ. Поэтому просто было попасть туда и вот окунуться как бы в эту жизнь НХЛовскую, чтобы узнать ее изнутри. Советское же руководство всеми силами пыталось не допустить побега за океан. В 90-м Буре под давлением подписал новый 2-летний контракт. А через год, накануне поездки на Кубок Канады, ему угрожали разрушить его карьеру, если он сбежит. На Кубок Канады Павел все же не поехал, так как его исключили из состава сборной за отказ продлевать контракт с ЦСКА. И вместе с отцом и братом отправился в США. Для того, чтобы легче было получить рабочую визу, по слухам, Павлу посоветовали фиктивно жениться и даже нашли ему американскую модель, согласную на такой брак – Джейми Бонд. В российских СМИ о ней ничего не писали, и даже факт ее работы моделью подвергается сомнениям, так как не нашли ни одной фотографии с показов. О свадебном торжестве в зарубежных СМИ девушка говорит только, что почти ничего не помнит, так как, по ее словам, была большая пьянка. Так называемый брак просуществовал всего лишь 3 недели, а документы о разводе бывшей фиктивной жене прислали по почте. Хотя всю эту историю Павел категорически отрицает. Вскоре форвард подписал 4-летний контракт с Ванкувер Кенакс на сумму $2,7 миллиона с бонусом в 800 тысяч. Хотя, по словам самого хоккеиста, зарплата за весь сезон составила $600 тысяч, а бонусы 300 тысяч. Но ЦСКА не собирались сдаваться просто так и подали в суд США с требованием выплатить компенсацию. Конечно, в итоге Тихонов признал то, что я поступаю правильно по законам, потому что если в 89-м были одни законы, в 90-м другие, а в 91-м уже третьи. Канадский клуб согласился отдать 200 тысяч, а Павел заплатил еще 50 тысяч из собственного кармана для заключения мирового соглашения. В первом же сезоне молодой хоккеист под номером 10 стал самым высокооплачиваемым русским игроком НХЛ. В сезоне 91-92 годов его признали лучшим игроком лиги. Вскоре Буре получил прозвище «Русская ракета», ведь его соперники клялись, что имели лишь секунду, чтобы попробовать отобрать у Павла шайбу. В конце сезона он был награжден Колдер Трофи как лучший новичок 92 года. Продолжив играть, Павел Буре и в последующие годы показывал высочайшие результаты. В 93-м спортсмен принял участие в матче всех звезд – товарищеской игре сильнейших, в котором он участвовал еще 3 раза. В 94 году Кенакс вышли в плей-офф Кубка Стэнли, и в 7-й игре серии первого раунда против Калгари Флеймс Буре забил один из самых значительных и известных голов в истории своего клуба. Во второй игре второго раунда Павел, вообще-то не будучи драчуном на льду, нокаутировал Шейна Чурлу локтем в челюсть. Русская ракета был серьезным противником, и по наставлениям тренера Чурла всеми силами старался вывести Буре из игры. В конце концов Павлу это надоело, и он грязным приемом отправил на скамейку запасных самого Шейна. Ту игру Ванкувер выиграл со счетом 3-0, а Буре отделался штрафом в $500, хотя удар выглядел довольно страшно. В составе Ванкувера Буре получил множество наград. Например, 5-кратно награду самому яркому игроку, которую позднее переименуют в честь россиянина. Кстати, в честь него тавгай Ванкувера Джина Оджик назвал своего сына. Его так и зовут Буре Оджик. Популярность Павла была так велика, что власти Ванкувера разрешили хоккеисту затонировать стекла своего авто, хотя закон это запрещает. В том же 94-м Павел сыграл в официальном матче за «Спартак». Это произошло с подачи его друга генерала-полковника Громова, который выводил войска из Афганистана. Именно он предложил провести игру, чтобы собрать деньги в помощь ветеранам-афганцам. Павел после игры подкалывал своих друзей-спартаковцев, что у него лучший процент забитых голов за игру во всей истории «Спартака». В следующем межсезонье Кенакс повторно подписали с Буре 5-летний контракт на $24,5 миллиона. Также его отца Владимира назначили консультантом по фитнесу и маркетингу. Средняя годовая зарплата в $4,9 миллиона сделала Павла третьим из самых высокооплачиваемых игроков лиги. При этом во время заключения контракта ходили слухи, что Буре отказывается играть, так как стороны не могли прийти к сумме, которая устраивала бы всех. А в самом начале следующего сезона, в 95 году, в результате столкновения с игроком Чикаго Павел порвал все связки правого колена.
и ему предстояло длительное восстановление. А когда я вернулся в Ванкувер, мне сделали там определенные тесты, и врач выходит и говорит, 6-9 месяцев. Я сначала даже не поверил, думаю, ладно, хватит шутить. Он говорит, это правда, 6-9 месяцев. Во время вынужденной паузы хоккеист попытался возродить семейный бизнес и даже изготовил 50 копий тех же часов, которые его предки создали для императорской семьи. Часы были проданы по цене $30 000 каждый. 3 золотые копии Буре подарил президенту России Борису Ельцину, премьер-министру Черномырдину и мэру Москвы Лужкову. Но в отличие от его брата Валерия, который занялся винным бизнесом, раскрутить часовой бизнес в прежних масштабах у Павла не получилось. А уже в 1996 году он согласился сыграть в Кубке мира, но в выставочной игре опять получил травму колена. Сезон 96-97 сложился неудачно, как для команды, так и для самого Павла. Сам хоккеист связывал неудачи со сменой номера. Ранее он заменил свой 10-й номер на 96-й, о чем мечтал с момента прихода в команду. Цифра символичная. 6 числа 9 месяца он вместе с отцом приехал в Америку. После череды травм пришлось игроку возвращать свой 10-й номер, а вместе с ним и удачу. В тот же период Павла Буре начинают подозревать в соучастии с мафиозной группировкой из-за его дружбы с возможным главой мафии и предполагаемым преступником Анзором Кекалишвили. Как выяснилось, в ходе расследования хоккеист занимал должность вице-президента в спортивной компании бизнесмена. И все обвинения были отклонены как неподтвержденные слухи. В прежнюю форму спортсмен вернулся в сезоне 97-98, забив 51 гол и обеспечив себе тем самым денежный бонус. А еще в 98-м он стал серебряным призером Олимпиады в Нагано, где, будучи капитаном сборной России, забил в полуфинальной игре против сборной Финляндии 5 шайб, попав с этим достижением в Книгу рекордов Гиннесса. В том же году за высокие спортивные достижения Буре был вручен Орден Почета. После окончания сезона Буре заявил, что хотя у него и остался год по контракту на сумму $8 миллионов, играть за Canucks он больше не будет по личным причинам. Буре вернулся в Москву и стал тренироваться в своем бывшем клубе. В то же время Александр Лукашенко предложил Буре необлагаемую налогом зарплату в размере $4 миллионов за выступление в Беларуси, но Павел отказался. Да, было такое. Мы поиграли в хоккей в Минске сначала. И через какое-то время он приезжал встречаться с Борисом Николаевичем Ельциным, с нашим первым президентом, и заехал ко мне. А в феврале в результате масштабной сделки Буре перешел в команду Florida Panthers, где продолжил подтверждать свою репутацию одного из лучших хоккеистов. К слову, владельцы клуба заключили с Буре феноменальный контракт, по которому ему выплатили $50 миллионов. В истории команды это самый дорогой контракт. У знаменитого хоккеиста отбоя не было от поклонниц, и ходило множество слухов о его отношениях. В конце декабря 99-го в СМИ стала появляться информация о возможной помолвке знаменитой русской ракеты с 18-летней теннисисткой Анной Курниковой. Поговаривали, что хоккеист даже преподнес ей кольцо с бриллиантом стоимостью в $1 миллион. В СМИ попали фото дома в Майами, где якобы жили звезды. На фото видно, что дом оформлен в спокойных кремовых и бежевых тонах, со светлой мебелью и просторными комнатами, а также с панорамными окнами и лоджией с прекрасным видом. Но слухи остались слухами, и свадьба не состоялась. А несколькими годами позже Павел судился с российской газетой «Exile» из-за статьи о причинах расставания пары. Утверждалось, что Буре расстался с Курниковой из-за ее физического недостатка. И несмотря на то, что редакция утверждала, что это была просто шутка, Павлу удалось отсудить у таблоида $17 700, плюс написание опровержения. А еще позже статья в другой российской газете о том, что Буре хвастался, будто Курникова потеряла с ним невинность, стоила им $4500, которые Буре снова выиграл, подав в суд за клевету. Позже Павел Буре познакомился с российской певицей Ириной Салтыковой. Она в интервью призналась, что это была любовь с первого взгляда. Они практически не расставались, вместе летали в Америку, и Павел даже познакомил любимую со своей мамой. Но через 4 года пара разошлась. По словам певицы, это произошло потому, что Павел, как она выразилась, загулял, поддавшись влиянию отечественных девушек. Знаменитости после разрыва остались друзьями, сохранив прекрасные воспоминания о своей любви. В матче всех звезд 2000 года Валерий и Павел Буре впервые воссоединились на льду.
а летом 2001-го и в одной команде. Они даже установили рекорд по количеству заброшенных родными братьями шайб за один сезон. В том же году США посетил Владимир Путин, и в программе визита был ужин с братьями Буре. К слову, президента России знаменитый хоккеист очень уважает за то, что тот в солидном возрасте научился кататься и стал своим примером показывать важность спорта. В марте 2002 года, за один день до дедлайна, Флорида обменяла Буре в Нью-Йорк Рейнджерс. Но из-за рецидива травмы колена Павел пропускал много игр, а сезон 2003-2004 пропустил полностью. Позже в интервью Павел расскажет, что знаменитый Уэйн Грецкий на всю Америку сказал, что если бы Буре пришел раньше, то он поиграл бы еще год с ним и повременил бы с окончанием карьеры. По словам Павла, это лучший комплимент за всю его карьеру. В личной жизни поклонниц у русской ракеты было огромное количество. Его считала идеалом мужчины фигуристка Марина Анисина и всячески добивалась внимания Павла, но безуспешно. Приписывали Павлу и роман с Ксенией Собчак, однако слухи постепенно сошли на нет. Недолго длились его отношения с финалисткой ряда конкурсов красоты Евгенией Лаповой. Они разъехались по разным городам, и чувства постепенно угасли. Позже Павел влюбился в телеведущую и топ-модель Марию Кравцову и добивался ее целый год, заставив даже бросить своего тогдашнего парня. Они жили вместе несколько лет, но и у этих отношений не было хэппи-энда. В 2004 году Павел Буре возглавил список Forbes как спортсмен, имеющий самое большое состояние. Его годовой доход на то время составлял $10 миллионов. После нескольких неудачных игр 1 ноября 2005 года Павел Буре на пресс-конференции в Москве объявил о завершении карьеры, сославшись на осложнения, связанные с травмой колена, и объяснив, что не хочет продлевать карьеру, не имея возможности играть на высшем уровне. В итоге в регулярном чемпионате НХЛ он провел 702 матча, забросив 437 шайб и набрав 779 очков по системе гол плюс пас. В то же время Павлу повезло наконец-то встретить главную женщину своей жизни – Алину Хасанову, с которой он познакомился, восстанавливая здоровье в Турции. Алину воспитывали очень строго, поэтому Павел, заприметив красивую блондинку на пляже, решил действовать через маму будущей невесты, познакомившись сперва с ней. В тот же вечер мама Алины, далекая от мира спорта, рассказала дочерям, что познакомилась с невероятно умным и положительным во всех отношениях молодым человеком. Да и Алина тоже не сразу узнала, что новый знакомый – мировая звезда. Некоторое время, дружески пообщавшись, Алина поняла, что тоже влюбилась в 33-летнего Павла. Но спортсмен не торопил девушку, показывая, что настроен серьезно. Устраивая личную жизнь, Буре не забывал и о карьере. И в 2006-м стал генеральным менеджером Олимпийской хоккейной сборной России. Также звезда защитил кандидатскую диссертацию в Институте международного права и экономики имени Грибоедова на тему «Регрессивное развитие личности, предупреждение правонарушений». Над ней Буре трудился 3 года. И чтобы лучше изучить тему, как работать с трудными подростками, ездил по подмосковным колониям. В то время он всерьез задумывался о педагогической деятельности. Ранее он получил высшее образование в Академии физической культуры. Тем временем, в новогоднюю ночь 2008 года Павел сделал Алине предложение, подарив кольцо с бриллиантом. Молодожены сыграли 2 свадьбы – в Майами в 2008 и с разницей ровно через год в Москве. Оба торжества прошли 10 октября, что отсылает к игровому номеру хоккеиста. Свадьба в Москве была пышной, со множеством знаменитых гостей. Молодых поздравили Игорь Николаев, Диана Гурцкая, Геннадий Зюганов, группа «Нана». Всего на свадьбу было приглашено около 300 человек. А молодую жену Павел порадовал новеньким Бентли, ключи от которого девушка нашла, разрезая свадебный торт. Номер машины Алина Буре 10. В 2012 году русскую ракету включили в зал славы Международной федерации хоккея. Торжественная церемония прошла в Хельсинки. С особым теплом Павла Буре вспоминает в Ванкувере Кенакс. И даже в 2013 году руководство клуба приняло решение закрепить номер 10 за русской ракетой навечно. В то же время он стал генеральным менеджером хоккейных команд Кубани и до 2014 года был ответственным за развитие местного хоккея. Также он вошел в правление и курировал конференцию «Москва» ночной хоккейной лиги, занявшись развитием любительского хоккея. В
В том же 13 году у Павла и Алины родился первенец Павел. Знаменитый папа, так же, как и когда-то его отец, прививает любовь к спорту малышу с 2,5 лет. Пал Палыч ходит на плавание и умеет стоять на коньках в столь юном возрасте. А потом, в 15 году, родилась дочь Полина, через А. Павел объясняет, что это объединение имен Павел и Алина. Ведь это же совместный продукт. Если мальчик назовем Павел, а если дочка, то Павел и Алина, получается Полина. То есть как бы Павел и Алина, то есть вы совместили имена и получилось... Это же совместный наш продукт. Мужчина присутствовал на родах, которые проходили в Москве, и перерезал пуповину новорожденной дочери. Вполне ожидаемо в том же 15 году звезда хоккея появился в рекламе. Вместе со своим другом Уэйном Грецки он бросил вызов болельщикам своих стран при поддержке бренда пива «Бад». В 16 году Павел Буре отказался от гражданства США и сдал американский паспорт. Свои действия он объясняет тем, что его семья живет в России. Второй ребенок даже здесь рождается, хотя у меня есть возможность, чтобы у меня ребенок родился в Америке. Но если мои дети здесь уже рождаются, я уже знаю, что я буду здесь. И мне американский паспорт не нужен. И в придачу сказалась сложная политическая ситуация в отношениях между двумя странами. В 18 году у семьи Буре родилась дочь Анастасия. Кстати, с рождением младшей дочери русскую ракету поздравил Владимир Путин. Звезда хоккея в свой инстаграм выложил фото с автографом президента России. Через год знаменитый игрок снялся сразу в 2 роликах. Рекламе финансовой пирамиды PrivateFX, которая, к слову, рухнула через 3 месяца после съемок ролика, и в видео СМП банка, в котором сыграл себя, счастливого семьянина и легендарного хоккеиста. Сейчас деятельность Павла Буре тоже связана с хоккеем. Он помогает проводить благотворительные турниры в помощь детям и ветеранам. Сын его тоже занимается хоккеем в ЦСКА, а звездный отец сам водит его на тренировки. В жизни русской ракеты все спокойно и размеренно, а личным он старается особо не рассказывать и уж точно не пускает в свой дом журналистов. Хоккеист любит читать, увлекается историей, играет в теннис и ходит на рыбалку в свободное время. Спортсмен рассказывает, что когда был холостяком, увлекался экстремальными видами спорта. Прыгал с парашютом, летал на истребителях, поднимался в горы и плавал с аквалангом. В 2021 году знаменитого хоккеиста выбрали в Совет Международной Федерации хоккея на льду. За проголосовали 60% респондентов. В этом же году, 29 марта, Павел Буре был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. Сейчас состояние русской ракеты оценивают в $70 миллионов. Упорно ходят слухи, что Павел Буре вкладывает деньги в недвижимость. Сам он с семьей проживает в 2-этажной квартире на Фрунзенской набережной, которая, по слухам, так богато обставлена, что несколько лет назад ее ограбила домработница, прихватив с собой краденого на 1 миллион рублей. На сотрудников семье вообще не везет. Однажды в их доме подрались домработница из Армении и филиппинская няня. Домработница, по объяснениям, грубо высказывалась в адрес своей коллеги и была уволена. В собственности у Буре есть еще дом на Рублевке в коттеджном поселке Горки 8, в котором семья тоже часто проводит время. Он оформлен настолько роскошно, что напоминает царские палаты как снаружи, так и изнутри. Гостиная с высокими потолками и винтовой лестницей украшена колоннами в классическом стиле. Массивные позолоченные люстры и круглые окошки тоже в позолоте завершают картину. Интерьеры оформлены в светлых и бежевых тонах, а стены украшают фрески и скульптуры в нишах. Также в доме есть камин в том же стиле, с позолоченными украшениями и декоративными колоннами. Даже в ванной мы видим фреску с горным водопадом, которую дополняет вполне современная душевая кабинка, отделанная хромом. В доме также присутствуют напольные часы Буре и велотренажер. Именно этот дом Павел однажды показал в коротком видео в Инстаграм, где видно, как семья проводит вечера. Русская ракета любит быстрые машины и имеет замечательный автопарк. Первая машина Буре, «Вишневая семерка», появилась в 19 лет. Ее разрешили купить, когда Павел стал чемпионом мира. У меня была «Вишневая семерка», мне было 19 лет, и я имел... То есть я заслужил, что мне разрешили купить эту семерку.
Раньше не продавался в магазине просто. Трудность состояла в том, что в то время был дефицит, и авто можно было купить только по очереди. Но на ней по понятным причинам чемпион катался недолго. Через год Буре уехал в Америку, где пересел на машины другого уровня. В 90-м он впервые увидел Mercedes 500 SL, который только начали выпускать, а через год управлял этим авто. В итоге Mercedes стал любимой маркой звезды. Вернувшись в Россию, Павел еще и обзавелся красивым номером. Но в Америке Буре порой меняет немецкий автопром, например, на Ferrari. Также Павел приобрел Porsche Cayenne, собранный по заказу для хоккейной суперзвезды. Инициалы и номер нападающего были вышиты на подголовниках. В этом году легендарному хоккеисту исполнилось 50 лет. Имя Павла Буре вписано в историю спорта золотыми буквами, и он до сих пор пример для молодого поколения. Даже не выходя на лед на профессиональном уровне, русская ракета продолжает жить хоккеем. А как вы считаете, как сложилась бы карьера Павла Буре, если бы не проблемы со здоровьем? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.